Так, раз, два, три, камеры, моторы, погнали. Дорогие друзья, я недавно побывал в Японии. Это место просто открыло новые полочки в моем сознании и показало мне столько вещей, о которых я раньше не задумывался. Теперь я хочу всем этим поделиться с вами. Вот я смонтировал видосик, и это не получился там travel-блог или что-то типа того. Это просто получился видос, мое видение Японии через мою призму восприятия. Ну, также японцев, их там моде, культуре и всех таких вещах. Так что давайте без дальнейшей прелюдии приступим к просмотру. Погнали! Ну и начнем мы с первой вещи, которая бросилась мне в глаза, это японский характер и японское поведение. Японское поведение, в принципе, транслирует собой такой высокий уровень определенной воспитанности с оттенком скромности и в отсутствии желания вечно доминировать и как бы показывать себя и кормить свое эго. Я слышал, что на всяких церемониях японец или японка пытаются своим телом даже занимать как можно меньше пространства, показывая тем самым уровень как бы своей воспитанности. И если взять и рассусолить вот эту церемониальную, да, детальку в body language, то можно, в принципе, сделать вывод о их поведенческих ценностях, их социальных взаимоотношениях, ну и вообще в обществе в целом. И такое отношение чувствуется даже в их глазах, в их взглядах, выражениях лиц и, в принципе, в окружении, которое они вокруг себя построили. Там прям чувствуется другая суть бытия и другие ценности. Из вот таких вот маленьких поведенческих особенностей, в принципе, можно сделать вывод и о характере. Характер у японцев, как я заметил, очень, что по-английски называется humble. То есть это такой манерный, скромный, уважительный. Никто как бы не пытается над тобой подоминировать, да, показать там свое плохое настроение, да, типа как продавщица на кассе, типа, держите ваша сдача, да, такой вот темы нет. В общем, люди умеют себя вести и, в принципе, держать в руках. И этот вывод сделан по наблюдениям за людьми на улицах, там, в заведениях, публичных местах, а также при взаимодействии с работниками сфер обслуживания и личными знакомыми, которых я знаю здесь, в Австралии, японцев. И заканчивая на тему поведения, да, и отношений японцев, хочется сделать одну заметочку. Нам посчастливилось встретить посла Украины в Японии. И он нам дал интересную информацию, как человек, который пожил в стране не как турист, а как именно житель. И это, в принципе, снимает розовые очки, которые, возможно, могли появиться. Японцы на самом деле с пренебрежением относятся к другим. И, в общем, мы, в принципе, для них чужаки, да, в любом случае. И старый добрый расизм преобладает даже в самых воспитанных и красивых обществах. И, скорее всего, заложен как-то, наверное, в инстинктивных частях мозга, да, на уровне выживания. Но, тем не менее, важно то, как люди умеют себя вести на публике, а то, как люди ведут себя внутри, да, своих организаций, это уже сугубо дело каждого. Ну, поговорили о людях, поговорим и о культуре. Японская современная культура – это сильно переосмысленная западная, с огромным влиянием, конечно же, местных традиций. Японская культура в этом смысле, как и наша русская, долгое время варилась сама в себе, а когда культурный занавес приоткрылся, Япония начала как губка впитывать в себя другие культуры и все вот эти приколясики с запада.
Я слышал, такая же тема была в СССР когда-то, знаете, с Кока-Колой, там, джинсами, жвачками и так далее. То есть, для тех, кто не знает, быстрый урок истории, Япония очень долгое время вообще была закрыта для других стран, и торговые пути у нее были налажены там только с единицами, а потом она подружилась со Штатами и начала производить вот эти все свои технологии, и экономически очень сильно поднялась. Ну, детальный урок истории, я думаю, не для этого видосика, так что кому интересно, можете на YouTube посмотреть. Ну, говоря о культуре, затронем быстренько и моду, потому что японцы ультрамодные ребята и девчата. Да ты шо, их магазы это просто пушка. Японцы любят такую либо классику, либо винтаж. Ну, либо там футуризм, да. То есть любят все, кроме ненастоящее время. И при слиянии вот этих двух противоположностей, да, то есть винтажа и футуризма, получается очень интересная культурная смесь. Я бы это даже назвал какой-то такой японской модной аутентичностью. То есть в Токио все такие больше на бизнесе, на современности, на деловом, на дорогом. А вот было еще в Киото, и там, например, более такое винтажненькое все, ля франце, там олдскульные бренды, олдскульная шмотка и очень много традиционных еще всяких нарядов. И люди там выряжаются прям как будто на празднике. Я не знаю, как это там работает, но, в общем, очень много красивых там людей в традиционных нарядах, включая молодежь. Это для них вот такой вот способ провести, наверное, выходные, то есть одеть красивые традиционные костюмы, да, включая обувь, и прогуляться вот по свету. Ну, тематически мы, думаю, уже можем двигаться дальше. В Японии есть еще одна классная черта, это такая эстетика минимализма и миниатюрности. Японцы вообще помешаны на всем мимимишном, да, начиная от маленьких деревьев, бонзайчиков, не знаю, собачками заканчивая, всякими там, у них даже мимимишные логотипы всякие, маскоты, даже звуки светофоров и дорожные разметки, там все такое очень минималистичное, ненапряжное, и это очень кстати, особенно в таких городах, как Токио, которые очень бешеные. И к вот этой минимишности и миниатюризму, да, можно еще добавить то, что в Японии, в принципе, очень мало места. И это вообще очень большая тема, да, у них очень большие там жилищные вопросы по этому делу. С парковками там тоже не очень все весело. Но, с другой стороны, из-за того, что там мало места, у них рождается много интересных решений изобретательных. Потому что, как бы всегда, да, из ограничений рождается изобретательность и креативность. Это, в принципе, даже и русскому народу известно. Я еще был очень сильно удивлен тем, что в центре Токио очень мало машин ездит. И вообще очень тихо. Там из машин, в принципе, разъезжают либо такси, Toyota Crown новых и старых поколений, у которых еще двери автоматически открываются, либо редкие какие-то частники, да, на частных машинах, но обычные люди. И, ну, в основном тачки, конечно, премиальные, там и Rolls, и Merc, и, ну, все дела у них там под контролем. Это на самом деле удивительно, то, что там так мало машин, и я не уверен, почему так. Я пытался загуглить, но не нашел. Еще одной удивительной для меня вещью было то, что в Японии часто в бизнесах видно их производство. То есть это не только касается еды и открытых кухонь, да, это также касается и одежды, и аксессуаров. То есть прям видно, как люди сидят и вышивают кошельки, там всякие шапки, и, не знаю, там костюмы и все прочее. Это очень круто, вот эта открытость, и видно то, что прям вот ремеслом, да, люди заняты, то, что они прям вкладывают свою душу, сидят, то, что это не просто штампуется, а прям вот делается с любовью. Это, конечно, просто магия. Там полно всяких дизайнеров, которые делают вообще просто шмотки для всяких инопланетян. Ну, очень, в общем, интересная тема японского производства. И, в принципе, из этого производства еще идет интересная идея, то, что вообще физические вещи и всякие социальные интеракции все исполняются с любовью и с какой-то вот душой, да, прям чувствуется отражение их философии и деталей вообще во всех вещах. Может, я, конечно, романтизирую, но
Прошло уже месяца 4 с того момента, как я там был, и у меня все равно до сих пор такое впечатление есть. То, что душа и любовь являются важными переменными в их обществе. Ну, о любви поговорили, о душе поговорили, давайте двигаться дальше. И сейчас мы поговорим о фотогеничности. Мне Япония показалась не очень фотогеничным местом, особенно для такого европейского или западного формата. Там вся фишка в деталях и в атмосфере, которую очень трудно передать, не знаю, наверное, не имея профессиональной фотоаппаратуры и будучи непрофессиональным фотографом. Те декорации, что показывают, конечно, на туристических открытках, они интересны только людям, которых легко удивить всяким бисером. Истинная красота там, конечно же, скрывается в каком-то метафизическом пространстве, то, как там ты себя ощущаешь изнутри. Какое спокойствие и такую неспешку дарит тебе атмосфера, хотя город на самом деле очень быстрый. Если вот говорить о Токио, о центре, да, это прям мегаполис. Хотя в других городах, в том же Киото, там уже поспокойней. И то, как вообще все города там гармонируют с природой, я думаю, вот в этом и есть такая философская красота. Ну, в общем, то, что я хотел сказать про фотогеничность, конечно, Япония — это не то место, которое инстаграмное, которое отлично выглядит. Чтобы пофоткаться, Япония — это место, которое нужно ощущать, а не фоткать. Ну и напоследок парочку просто интересных моих наблюдений еще. Первое — это то, что, наверное, ни для кого не будет, конечно, секретом, но японцы очень любят всякие светяшки и неончики. И я, в принципе, разделяю их страсть в этом. Второй момент, который, ну, очень такой интересный, о котором никогда не думаешь, о котором вообще мало кто рассказывает, это то, что вот это пагодное строение небоскребов, оно дает очень интересный эффект. В высоких зданиях в Японии очень сильно тебя качает, особенно в маленьких комнатках. И это чувство, оно похоже на такое пьяное головокружение, когда как бы сознание при тебе, да, и ты в статичном месте. Но тело по какой-то причине шатает просто из стороны в сторону. Ну, типа как качка на корабле, но только ты не на корабле, вот в этом-то весь прикол. И я когда-то там давно еще смотрел инженерные всякие видео, и там, ну, здание его реально из стороны в сторону как бы кидает так неплохо. Но это ему помогает всякие землетрясения переживать, так что на все свои причины. Ну, вот, впрочем, и видосик. Я надеюсь, вам понравилось. Если наберется достаточно там просмотров и активности, я, наверное, смонтирую, может, еще вторую часть, потому что материала очень много. А напоследок я изначально хотел там сочинить какую-то поэзию, вдохновленную этим местом, находясь там. Но приехав сюда, у меня не нашлось нормальных там рифм, слов, правильного мироощущения, наверное, которое было там. Поэтому я прочту то, что я 4 строчки написал там. Это вот мое прям такое эмоциональное отражение. В Японии быстро, дорого, меланхолично. Ярко и тускло, зелено, бетонно. В Японии суицидально и бесконечно. Романтично и сердечно. До скорого. Ты шо?